Суть тактики роботов, не отвечавших на выстрелы танков, стала понятна, когда танки вплотную подошли к Манежной площади. Роботы из шеренги защитников вдруг дали лазерный залп по гусеницам и по орудиям танков, полностью выведя из строя и то, и другое. Вход на площадь оказался надежно забаррикадирован грудами металла, которые еще секунду назад назывались танками. Это произошло не только на Тверской, но и на всех других подступах к Манежной площади, надежно перекрыв путь новым танкам. Армейское командование попыталось бросить на штурм площади пехоту, но роботы встали плотной живой цепочкой и не пропускали на площадь никого, не обращая ни малейшего внимания на сыпущийся на них град пуль. Между тем на площади творилось нечто странное. Площадь кишела роботами. Все они двигались, но движения их не были беспорядочны. Казалось, всеми ими управляет единая воля. Сначала они стали располагаться концентрическими кругами вокруг центра площади. Потом роботы из самого внутреннего круга сошлись в центре и начали карабкаться друг на друга, делая нечто похожее на физкультурное упражнение пирамида. Когда пирамида высотой в 5 роботов оказалась составлена, к ней приблизились роботы из следующего круга и стали карабкаться на эту пирамиду. В результате высота пирамиды возросла раза в 2. Основание пирамиды из роботов также расширилось, но гораздо меньше. Затем подошел третий круг, и все повторилось. Пирамида росла и становилась все стройнее, все больше напоминая сужающуюся к вершине башню, а не пирамиду. Наконец, когда высота ее достигла метров 150, а основание метров 20 в диаметре, рост ее прекратился. Почти все роботы, за исключением защитников площади, вошли в состав этой башни. Внутри нее началась какая-то странная деятельность. Вспыхивали лазеры, и время от времени изнутри башни выбрасывались на площадь какие-то отдельные детали, очевидно более ненужные. Потом детали перестали выбрасывать, промежутки между выходившими наружу спинами роботов стали заполняться металлическими листами, и было видно, что эти листы изнутри приваривают лазерами, создавая у башни единую, непрерывную металлическую обшивку. Солдаты, атаковавшие площадь, прекратили свои бесплодные усилия и, задрав головы, глядели на странное сооружение, возвышавшееся позади шеренги защитников площади. «Ёлки-палки!» – произнес наконец один из солдатиков. «Так ведь они же ракету построили!» Да, это была ракета. Весь процесс ее создания занял не более 5 минут. Недалеко от вершины ракеты зияли друг над другом 2 раскрытых люка, ожидая полезных грузов. Первый груз прибыл через 10 секунд. На собственных реактивных двигателях прилетели откуда-то несколько роботов, держа в лапах сосуды Дьюара, с которых стекал тяжелый холодный пар. Очевидно, это была коллекция замороженных генетических материалов, похищенная из Института генетики. Роботы взлетели к самой вершине ракеты и, словно пчелы булей, залетели в один из раскрытых люков. Почти сразу за ними в этот же люк влетели еще несколько роботов с какими-то ящиками в лапах. Как позднее выяснилось, в них хранилось собрание лазерных дисков с записями книг из Национальной библиотеки. Этот люк захлопнулся, как только в него влетел последний робот с ящиком. Другой люк по-прежнему оставался открытым. Несколько секунд затишья. Роботы из оцепления площади стояли абсолютно неподвижно. Почти так же неподвижно стояли солдаты, в изумлении разглядывавшие металлическую громадину, превзошедшую своей высотой кремлевские башни и даже высотный корпус гостиницы «Националь». Лунные блики придавали ее темному силуэту особую загадочность. И вдруг внезапный удар света. Темноту ночного неба пронзил ослепительный луч. Он падал с головокружительной высоты. Он шел прямо из космоса и оканчивался на вершине ракеты. Раскат грома. В первую секунду всем показалось, что в ракету ударила молния. Но раскат грома закончился, а луч, ослепительный как молния, но совершенно прямой, остался. Только тут все заметили, что на вершине ракеты стоит нечто вроде параболической антенны, и луч входит в эту антенну и поглощается ею. Приняв энергию луча, ракета словно ожила.
Изнутри ее донесся шум. Заработали криогенные установки. По всему корпусу открылись щитки, и воздухозаборники стали засасывать воздух. Это было видно по случайным бумажкам и осенним листьям, увлекаемым потоками воздуха. Впрочем, листья и другой попавший внутрь мусор тут же выплевывались из специального отверстия. Нижняя часть корпуса стала покрываться инеем, и по площади стал стелиться тяжелый холодный туман, медленно стекавший с ракеты. Один из люков на вершине ракеты был все еще открыт. Прошло несколько секунд, и пассажиры прибыли. К вершине ракеты подлетели два робота. Они несли молодую женщину с девочкой лет 5. Почти не снижая скорости, они влетели в раскрытый люк. Через секунду женщина высунулась из люка и что-то прокричала, но расслышать, что она кричит, со 150-метровой высоты на фоне шума компрессоров было невозможно. Еще через секунду в отверстии люка показался робот, оттащил женщину внутрь, и люк захлопнулся. Шум резко усилился, включились ракетные двигатели. Медленно, как бы нехотя, ракета стала подниматься над площадью. Она шла по лучу, и он по-прежнему заканчивался точно на антенне на вершине ракеты, словно приклеенной. Когда ракета наконец скрылась в вышине, роботы из оцепления площади стали вести себя очень странно. Большинство роботов остались стоять в шеренге, и только каждый 16-й робот по очереди подходил к остальным и проделывал над ними одну и ту же операцию. Вырезал у них на животе дырку, доставал оттуда какую-то маленькую коробочку, после чего робот сразу становился безжизненным, клал эту коробочку к себе внутрь корпуса, расплавлял своим лазером его лазер, пока не получался бесформенный комочек, а также проделывал еще несколько дырок в строго определенных местах на корпусе. Наконец командир солдат понял, что происходит. «Остановите их!» – закричал он. «Они уничтожают свои технические секреты!» Но было уже поздно. Большинство роботов стояли абсолютно безжизненными, а роботы-уничтожители, собравшие странные маленькие коробочки с остальных роботов к себе в специальный отсек, уже навели на этот отсек свои лазеры. Маленькие вспышки и неожиданно сильные взрывы, после которых от роботов-уничтожителей не осталось практически ничего, кроме лужиц расплавленного металла.